Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, где мы с вами готовим быстро, вкусно, экономно, красиво, но самое главное, забалансированно и полезно. А теперь ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Вы любите блины? Скоро Масленица, между прочим. Вот скажите, кто не любит в этом мире блинов? Вот кто не любит блины? Но я еще не встречала ни одного такого человека во всем мире, честное слово. И датчане пекут блины, и во всех точках мира нашей планеты все пекут блины, и их миллиард рецептов разных. Кто как, кто добавляет молоко, кто добавляет воду. В общем, все любят, но эти блины, они такие калорийные, они такие, их же не съешь один, понимаете. Всегда начинает рука тянуться за вторым и за третьим, а может и за пятым, да. Вот. И, мои хорошие, я, наконец-то, после длительных экспериментов с блинами, с их тестом, я придумала шикарный совершенно рецепт, который простой, он состоит из 3 ингредиентов, ребята, из 3 компонентов. И делаются они совершенно просто. Ну, конечно же, как все блины, нам нужно немножко постоять их, и пока не выпекаются, занимает какое-то время, да. У меня на канале уже были блины с соевой мукой, с протеиновой мукой, но вот честное слово, вот этот рецепт обязательно попробуйте сделать, он уникален. Ну что, идемте готовить блины без муки. Для приготовления наших полезных блинов нам с вами понадобится миксер, сковородка, у меня блинная сегодня, лопатка, глубокая ложечка, маленькое полотенце, миска для взбивания наших блинчиков и тарелка, куда мы выложим наши блины. И из продуктов питания немножко растительного масла, 500 мл молока, 2 яйца, 2 столовые ложки кукурузного крахмала и немножечко соли и ванилина. Вот и все. Все просто. А теперь давайте сделаем наше тесто для блинов. Первым делом мы выливаем в миску наши яйца и к ним добавляем крахмал. Затем отправляем ванилин и немножко соли, растительное масло. У меня его вот 2 ложки столовые, где-то так. И теперь мы должны с вами все это хорошенечко взбить миксером, для того, чтобы не было у нас комочков. Отставляем молоко пока. Оно нам пригодится чуточку позже. Ну и начинаем с вами шуметь. После того, как мы с вами убедились, что у нас нет никаких комочков, мы будем аккуратненько вводить молоко. Наше тесто готово. Смотрите, какое оно жидкое. И именно таким оно и должно быть. Предупреждаю, перед каждым блинчиком мы должны обязательно тесто помешивать, потому что у нас крахмал оседает. И, естественно, именно крахмал дает такую эластичность нашим блинам. И он должен попадать в каждый блинчик. Ну что, начинаем выпекать наши блины. Включаем сковородочку на такую среднюю температуру. У меня это будет 8. И, как всегда, перед первым блином нам обязательно нужно вспрыснуть сковородку небольшим количеством масла. Теперь ждем, пока она раскалится. Сковородочка раскалилась у меня уже до хорошей температуры. Теперь я помешиваю тесто и начинаем наш процесс выпекания блинов. Я немного снизила температуру с 8 до 6. И вот теперь мы будем переворачивать наш блинчик. Оп. Смотрите, какой он красивый, как он легко перевернулся. Вот такая у нас красота. Сейчас мы подпечем его с этой стороны и будем выпекать второй. Теперь берем тарелочку и выкладываем наш блинчик. Бум! Вот так вот он выглядит со второй стороны. Чуть-чуть тут дырочки прикрываем. Так. И ждем, пока подрумянится наш блинчик. Так, блинчик уже подрумянился.
И мы его сейчас будем переворачивать. Та-дам! Блинчик готов. И теперь мы его также отправляем в нашу тарелочку. И начинаем выпекать следующий блин. И то же самое мы с вами сделаем со всеми остальными блинами. Включаем плиту и разогреваем ее. Немножечко вспрыснем сковородку маслом. И на разогретую сковородку мы с вами выкладываем куриные бедрышки. Видите, какие они порезанные меленько. Все сейчас начнет шкварчать. Бедрышки я беру специально не грудку, а именно бедрышки, которые без кожицы и без кости, потому что они более сочные. И получается наша начинка лучше, чем просто с сухой грудкой. Грудка немножко уже прихватилась, и можно добавить лучок. Так, я возьму половинку от этой порции. Это где-то одна луковица такая средняя. Добавлю ее к нашей курочке. Все перемешаем и потушим еще немножечко. И я обязательно сейчас все это посолю, поперчу. У меня такие специи: сушеный чеснок, чили, какая-то морская соль. В общем, специи берите по своему вкусу. То, что вы любите, то и добавляйте. Все это еще раз перемешаем и доведем до готовности. Курочка наша обжарилась. Смотрите, какая она красивенькая. До золотистого такого цвета мы ее довели. Вся жидкость испарилась. Пахнет очень-очень вкусно у нас разными специями. И теперь самое время все это переложить в чистую миску. И мы приступим к приготовлению второй начинки. Вторую нашу начинку я буду делать в той же самой сковородке. Я ее даже не мыла, а просто спрысну маслом, потому что нам нужно будет сейчас обжарить лучок. И потом к этому луку мы добавим с вами фарш. У меня свиной фарш сегодня. Так что обжариваем немножко лучок и вводим фарш. Лук периодически помешиваем, чтобы ничего у нас с вами не пригорело. Все, лучок обжарился. И выкладываем фарш. Бум. Я взяла 2 пачки. Это у нас получается 800 грамм фарша. Но опять же, смотрите, сколько у вас будет блинов. Я просто хочу еще потом этот фарш делать из него какое-нибудь блюдо другое, итальянское, что-нибудь с пастой можно смешать, или же чили кон-карне сделать, если добавить в него помидорчиков и разных других специй, и фасольки. В общем, поэтому я сделала больше, да? То, что у нас идет на блинчики, а то, что останется, сделаем другое. Добавляю сюда паприку, мели-сунели. Все это нужно подсолить. Перемешиваем и доводим до готовности. Фарш периодически помешиваем. Смотрите, он уже почти у нас приготовился. Пахнет великолепно специями. И выглядит он очень даже аппетитно. Еще буквально пару минуточек, и мы с вами переложим эту начинку в чистую миску. Наш фарш уже готов. Видите, вся жидкость испарилась, и он так хорошенечко разошелся, обжарился. Все, выключаем. И сейчас мы с вами будем готовить нашу третью начинку из жареных грибочков с лучком и с плавленным сыром. Для нашей третьей начинки я беру чистую
новую сковородку, потому что эта начинка у нас будет для вегетарианских наших детей. У нас половина детей вегетарианцы. Поэтому нужно уважать их выбор. И мы делаем это в другой сковородочке, не там, где было мяско. Разогреваем сковородку, немножко добавляем масла, все как обычно. И сейчас мы сюда отправляем лучок и будем его обжаривать до золотистого цвета. А потом к нему мы добавим и наши шампиньоны. Лук стал такого вот прозрачного цвета, и теперь мы сюда добавляем грибочки. Бум. Все хорошенько перемешиваем. Сейчас грибы отдадут всю свою влагу. И потом мы добавим с вами мои плавленые сырки. И попробуем на соль. Смотрите, какие у нас уже грибочки стали маленькими, ужарились. И мы сейчас с вами добавляем плавленые сырочки. Они придаст очень такой интересный вкус к этой начинке. Все это перемешиваем. Сейчас все это растворится. И наша грибная начинка для блинов будет готова. К грибам можно, естественно, добавлять также и сметану, или греческий йогурт, то, что вы любите. Но вот мне как-то вот понравилось с этим плавленным сырком. Повторюсь, он у нас очень хорошего качества, потому что в Дании все продукты питания проверяются, я не знаю, 255 тысяч раз. Контроль очень у нас хороший над всеми продуктами. Все всегда свежее, и поэтому можно спокойно покупать и такое. Но, конечно же, все должно быть в меру. Не нужно ничем злоупотреблять. Теперь можно попробовать на соль. Если чего-то не хватает, то добавить. Я немножко поперчу. Еще разок перемешаю. Очень все вкусненько. Ну что, теперь самое время приступить к нашим блинчикам, которые мы сейчас с вами будем начинять или фаршировать, или наполнять, как угодно мы это можем назвать. Ну а теперь торжественный момент. Приступаем к заворачиванию наших блинчиков, фаршированию, да. Я возьму вот первый, начну фаршем. Кладем на серединочку фарш, не жалеем. Так. И сворачиваем как угодно, конвертиком, что вам больше нравится, как вы привыкли, так мы и складываем. Я как-то привыкла вот так у меня мама делала и бабушка, когда конвертиком. Так, та-та-та, первый готов. Видите, эластичные, ничего не рвется у нас под руками, все прекрасно. Второй я делаю вегетарианский с грибочками. Так. Еще чуточку. И также конвертиком складываем. Вот такой красавец у нас получился. Третий мы сделаем с курочкой. Эти блины можно обжаривать на сковородке, да? Можно сложить их в огнеупорную форму и полить каким-то сыром или соусом сливочным, или же можно маскарпоне смешать с чем-то, как вы любите, и запечь в духовке. То есть фантазия только нас может ограничить в этом процессе. И видите, они бледненькие немножко, но когда они побудут в духовке или же в огнеупорной форме, да, или на сковородке, то, естественно, будут они более румяные, что ли. Еще я для вас сделаю один. И встретимся уже потом на кухне. Видите, блинчики настолько тонюсенькие,
прямо то, что нужно. И в той же самой последовательности, кому как нравится, кто с чем хочет, будем делать наши блинчики, фаршировать их. И через пару минут мы с вами встретимся в кухне, и я вам расскажу о некоторых нюансах при выпечке наших вкусных, полезных блинов. До встречи! Дорогие мои, ну вот посмотрите вот на это вот чудо, ну вот вы только посмотрите. Пахнут они, но не передать вот через камеру, к сожалению, этот запах. Почему? Потому что мы туда добавили немножко ванилина, и это совершенно потрясающе. Невзирая на то, что эти блины, как бы они, вот я завернула, вы видели, да? У меня одна партия с грибами, вторая начинка у нас была из мясного фарша и третья из курочки. То есть также эти блины можно просто-напросто кушать и со сметаной или с вареньем, но без сахара, или с пюре. Я всегда делаю все без сахара. То есть делаю яблочное пюре или же грушевое пюре. И когда яблоко или груша проходит вот эту термическую обработку, отдается весь сахар. Оно делается таким сладким. Так что вот можно и с такими же пюрешечками этот блинчик под чаек или под кофеек с удовольствием съесть с чистой совестью. Почему? Потому что у нас в этих блинах, в этом тесте нет ни грамма муки. То есть что мы сюда положили? 2 яйца, 2 ложки крахмала, ванилин и молоко. Такой нюансик, дорогие мои. Значит, во-первых, когда вы кладете муку, я сказала 2 ложки, да, если у вас будет датский дизайн, как у меня, я сейчас вам покажу эту ложку, то вам нужно гораздо больше. Вы видите, вот такая плоская ложка у нас. Ну что это такое? Вот видите, таких ложек нужно 4 положить. А если у вас обыкновенная, нормальная столовая ложка, тогда вы возьмете 2 ложки с горкой. И этого будет предостаточно. Такой нюанс, да? И второй момент. Обязательно при каждом выливании блинчика на сковородку вы должны тесто помешать. Почему? Потому что крахмал, он оседает, и у вас получится одно молоко, и, естественно, вы потом будете говорить, вот, у меня ничего не получилось, что-то такое, прямо все побулькало и все выбросило. Нет, нет, все прекрасно получается. Вы видели, как я их выпекала. Это никакой не фейк, это правда, вот так они снимаются. Они все тонюсенькие, очень эластичные. И из всех ингредиентов, которые я вам перечислила выше, да, рецептик тоже вы видели, и он под видео есть на английском и на русском языках, у меня получилось 13 блинов вот этих плоских. Если вы хотите больше, соответственно, сделайте двойную порцию, но попробуйте сначала с одной, чтобы у вас все получилось хорошо. И желаю вам удачи, с наступающими, опять же, праздниками, с Масленицей, и будьте все здоровы. Эти блины можно есть чистой совестью, мои дорогие. Но во всем должен быть баланс. Естественно, если вы сейчас сядете и съедите все 13 штук, то пользы вам это не принесет. Поэтому делаем так, как это нужно, ко всему подходим с умом, с осознанностью прежде всего, и помним о том, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Дорогие мои, спасибо, что и сегодня были у меня в гостях. Спасибо, что вас становится у меня больше и больше всех. За комментарии вас благодарю. Ну, а те, кто еще не подписан, пожалуйста, подписывайтесь. Буду вам очень за это признательна. Будьте все здоровы еще раз. Мира вам, всех благ и до новых встреч, до новых вкусных, полезных рецептов. С вами была ваша Виктория. Пока!